Привет, меня зовут Олег, я нахожусь в Киеве прямо во время попыток российской армии захватить его. Тем не менее, я продолжаю цикл познавательных лекций о международном гуманитарном праве, или праве войны, как его еще называют. В прошлый раз я рассказал, что это такое в целом, что такое Женевские конвенции, Красный Крест и его роль в этом всем деле. А сегодня предлагаю рассмотреть конкретные виды запрещенного оружия, за использование которого предусматривается ответственность перед Международным военным трибуналом. Итак, все виды оружия, использование которого регламентируется МГП, то есть Международным гуманитарным правом, условно можно разделить на две основные категории. Первая категория – это оружие, которое категорически запрещено как таковое. То есть не только его использование, но и производство, хранение и передача. И вторая категория – это оружие, которое разрешено, но строго регламентируется запретом на определенные формы его использования. То есть, например, оружие неизбирательного или непропорционального действия. Перед тем, как перейти к подробному перечню всех видов подобного оружия, давайте вспомним об основных правилах международного гуманитарного права. Первое. Стороны конфликта должны различать гражданские и военные объекты. Оружие, которое они используют, всегда должно позволять соблюдать эти различия. Второе. Оружие не должно применяться таким образом, который бы не оправдывался бы подлинной военной необходимостью или был бы непропорционален искомому военному преимуществу или предполагаемой военной угрозе. Целью этих положений является ограничение чрезмерного, неоправданного или ненужного ущерба или страданий. И третье. При обстрелах стороны конфликта, в частности их командиры, обязаны принимать определенные меры предосторожности, чтобы ограничить их возможное воздействие на гражданское население или гражданские объекты. Теперь перейдем к полностью запрещенному во всем мире оружию массового поражения. На первом месте у нас стоит биологическое оружие, или как его еще и называют, бактериологическое. То есть это оружие предназначено для распространения болезней, угрожающих здоровью и жизни людей, животных и растений. Химическое оружие – боеприпасы и устройства, выделяющие отравляющие химические вещества, которые вызывают смерть, временную недееспособность или необратимый вред людям и животным. В эту же категорию можно включить различные боевые отравляющие вещества, газы и так далее. Далее следуют отдельные виды огнестрельного оружия. Первое. Разрывные снаряды массой менее 400 грамм, то есть это различные разрывные пули и их подвиды. Второе. Пули, которые легко расширяются или сплющиваются в человеческом теле. Третье. Любое оружие, основное действие которого заключается в поражении осколками, не поддающимися обнаружению с помощью рентгеновских лучей при попадании в тело человека. Напомню, эти типы оружия однозначно запрещены без всяческих лазеек, но также есть вооружение, которое формально разрешено, но только при соблюдении определенных требований. Зажигательное оружие, цель которого поджечь предметы, либо нанести сильные ожоги людям. Его запрещается применять против лиц и объектов, охраняемых гуманитарным правом, например, гражданских лиц и гражданских объектов, включая лес. А также против комбатантов, то есть вооруженных участников конфликта, и военных объектов, находящихся в пределах скопления гражданских лиц. Очень важно. В эту же категорию входят так называемые вакуумные бомбы, авиационные бомбы объемного взрыва. То есть в целом это боеприпасы, зону поражения и масштабы разрушения, от которых очень сложно контролировать. Противопехотные мины, мины-ловушки и другие устройства подобного рода. Нормы международного гуманитарного права предусматривают, что при применении наземных мин необходимо проявлять особую осторожность, чтобы свести к минимуму их неизбирательное воздействие. По окончанию активных военных действий сторона в конфликте, применившая наземные мины, должна удалить или иным образом обезвредить их для гражданских лиц или способствовать их удалению. Кстати, конвенции о запрете противопехотных мин подписали аж 163 государства, что, впрочем, не мешает применять их и сегодня, но в гораздо меньших масштабах. Ослепляющее лазерное оружие. Запрещается применять лазерное оружие, специально предназначенное для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические приборы. Ядерное оружие. Вот наконец мы и подошли к самому страшному типу бомб, и с ними не все так просто. С одной стороны, они подпадают под определение оружия массового поражения и имеют неизбирательное действие, а значит запрещено международным гуманитарным правом. С другой стороны, нет ни одного конкретного закона, который бы однозначно запрещал применение ядерного оружия.
Формально международное гуманитарное право и не разрешает, но и не запрещает ядерное оружие. Лишь отчасти регламентирует варианты его применения. Я перечислил основные виды оружия, которое полностью запрещено, либо его использование ограничено. Напомню, что независимо от типа оружия и боеприпасов, применять его против гражданского населения и цивильных объектов запрещено, без всяческих исключений. Нарушение этих правил международного гуманитарного права строго наказуемо и может квалифицироваться как военное преступление, геноцид, преступление против человечества. Это, конечно же, стоит учитывать всем лицам, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях.